Для фемтеха Центральная Азия – это очень классное место для того, чтобы там такое развивалось. От 7 до 10 лет на то, чтобы этот диагноз поставить. Получить инвестиции – это как B2B продажи. Я рассказываю, вот там фемтех, мне говорят, чарити. Я говорю, нет, не чарити, не, ребята, чарити другое. Чего это пользовательский опыт человека, кто сейчас сможет его хорошо создать, тот и полетит. Эта сфера, она точно будет развиваться, и точно там нужны будут дизайнеры. Кажется, надежда есть, Да. и... Всем привет, меня зовут Саша Устинов. Сегодня у нас 3-й эпизод 2-го сезона подкаста «Добр-дабр». Мы пишемся в Нови Саде, прекрасный город Сербии. Сегодня у нас интересный гость, необычный немножко, потому что обычно у нас все-таки гости прямо из дизайна индустрии, какие-нибудь арт-директора, лиды, дизайнеры. Я сам из дизайна, у меня дизайн-агентство, я провожу дизайн-метапы. Но сегодня тоже очень интересный гость, Ира Евдокимова. Сейчас расскажет о себе, и мне кажется, сегодня будет очень интересный разговор не только для дизайнеров, но и для фаундеров, которые работают в стартапах, в сфере фемтеха. Давайте начнем. Да, всем привет, Саша, привет. У меня есть тоже история про дизайн. На самом деле, я, когда училась в школе, ходила в художественную школу, и опыт этот был для меня довольно травматичным, если честно. Не могу сказать, что у меня получалось так же хорошо, как у некоторых моих талантливых одногруппников. Ну и плюс там, в общем, была не очень красивая со стороны преподавателя история. И в 22-м году я подумала, что мне надо как-то вот что-то переосмыслить, и я пошла в Яндекс.Практикум и отучилась, 9 месяцев на курсе на UX-дизайнера. Пытаясь, как сейчас я понимаю, пытаясь разрешить эту травму. И в результате этого обучения, то есть я защитила диплом, я могла бы, наверное, пойти работать дизайнером, но в результате этого обучения я пришла к очень интересному для себя выводу. Я поняла, что я не очень хорошо делаю дизайн руками, мне это сложно, мне это долго, и меня это бесит, но я очень хороша в частях дизайна, связанных с исследованиями, с общением с аудиторией, с тестированием всяких прототипов. То есть если нужно, не знаю, собрать референсы, собрать какие-нибудь... посмотреть конкурентов, это я умею. Если нужно поговорить с людьми, всегда пожалуйста. Если нужно поговорить с людьми, когда уже что-то готово, конечно, да. Если нужно собрать команду, чтобы делать что-то вместе, я тоже в этом хороша. Но вот делать дизайн руками нет. Но это был классный опыт, и мне кажется, что у меня потянулись хотя бы, такая более теоретическая база насчет дизайна. Ну и я перестала бояться фигмы. И сейчас, наверное, наши дизайнеры не очень этому рады. Потому что ты, если что, знаешь, как им что сказать, да? Не только это. Можешь еще и поправить что-то сама. У меня, есть такая особенность, что я тоже делаю подкаст. Сейчас я начну уже представляться окончательно. Я тоже делаю подкаст. У меня есть особенность, что я заказываю обложку заранее, и я какое-то название подкаста делаю. Но в тот момент, когда я собираюсь его выкладывать, в 85% случаев у меня уже другое название, там другая длина текста. Я как-то это наляпываю, в общем, там что-то выравниваю, конечно, как умею. Но, честно говоря, не сильно с этим заморачиваюсь. Вот, и мне мои дизайнеры за это ругают. Ругаются? Ну да, что я прибегаю в фигму, что-то там делаю, забираю, убегаю, выкладываю, потому что, вот именно подкаст я сама выкладываю обычно. Понятно. Слушай, здорово на самом деле, что у тебя есть такой опыт, потому что он расширяет немножко твое, понимание, как что делается. А дизайнеры, да, они не любят, когда кто-то ходит и за них что-то переделывает. Но я как фаундер тебя понимаю, что иногда хочется докрутить до того вайба, который прям ты думаешь, что нужен аудитории. Расскажи больше о себе. Такая? Кто ты такая, чем ты занимаешься, в какой ты сфере, потому что у тебя очень необычная сфера. Да, мне довольно сложно представляться обычно. Это связано с тем, что я в 22-м году, как многие, стала перед задачей перепридумать как-то себя. И я хотела там в найм что-то, я там смотрела, может быть, я дизайнер, а может быть, я все-таки UX-исследователь, а может быть, я то-то, может быть, я сё. И я поняла, что
Две вещи. Две вещи я поняла. Первая вещь, я поняла, что мне интересен фемтех. Тогда я знала это слово, я примерно понимала, что за этим скрывается. Я хотела попасть в какую-нибудь фемтех-компанию. А во-вторых, я поняла, что все-таки лучше всего у меня с менеджерскими скиллами, с таким бездевом, и запустила свой сначала тоже подкаст. Почему я запустила подкаст? Мне казалось интересным узнать, как люди попадают в фемтех, с каким бэкграундом люди приходят в фемтех, что это вообще там, и что там внутри компании происходит. Естественно, русскоязычный человек сразу находит кого-нибудь во Фло, разговаривает с человеком из Фло, но Фло — это все-таки очень специфический продукт. Почему он специфический? Потому что это уже большая компания с очень высокими стандартами, с очень высокими требованиями для найма, то есть жену точно туда не зайти, и более того, они нанимают людей супер мэчащихся по скиллам, по опыту, по индустрии, там, по языку. Ну и плюс это мобильное приложение. Ну, в общем, мобильных приложений в фемтехе достаточно, но все-таки это не единственные продукты. И я как-то постепенно начала разговаривать с одним, с другим, и поняла, что мне настолько увлекает вообще этот процесс исследования, и что я хочу им поделиться. Вот так я запустила подкаст. Сейчас я веду, подкаст называется Femtech Force. Собственно говоря, весь мой проект на русском языке называется так, но сейчас это уже не только подкаст. Я не знаю, сталкивался ты с таким или нет, Саш, но я, значит, запустила подкаст, думаю, все. Сейчас я, значит, на русскоязычный и в том числе российский рынок принесу эту тему, потому что на тот момент на русском языке было, может быть, 2-3 каких-то статьи про фемтех. Не очень много. Это в каком году? Это было в 23-м году. На тот момент типа Фло существовал и был достаточно успешен, еще не единорог. Амма зарейзила очень много денег для российского рынка, международных денег, очень хорошо себя как бы позиционировала. Тем не менее, очень мало было информации про это. Была девушка, которая вела канал про фемтех, и которая делала стартап в фемтехе. Она была первой. Она мне, к сожалению, все время... Я каждый раз хочу... Можно я как бы скажу про тебя? Она его удалила, и она просит меня не называть ее имя. Вот, так что я была не совсем первая. Наверное, здесь все-таки сделать уточнение. Но тем не менее, вот был канал, и все. И я подумала, что, ну, это же классная тема, давай я сейчас буду делать подкаст. Я запустила подкаст, и ничего толком не произошло. Ну, то есть я запустила подкаст, мои друзья все полайкали, потому что они подумали, о, какой-то классный новый проект Ира делает, возможно, послушали. Но дальше стало понятно, что никому не понятно, что такое фемтех. И мы сейчас, конечно, за 2 года продвинулись, но я не могу сказать до сих пор, что многим понятно. Поэтому давайте сразу начнем с того, что я определю, что фемтех — это продукты и технологии в сфере женского здоровья. Это не про женщин в IT, это не про женщин-предпринимательниц, это не про феминистки и технологии, это про продукты и технологии в сфере женского здоровья. Мужчины там тоже работают. Вот. Ну и, в общем, запустив подкаст и столкнувшись с тем, что это мало кому понятно, мы завели телеграм-канал, и это стало первым таким на русском языке индустриальным медиа, я бы так сказала. Сколько у вас подписчиков сейчас в канале? 5600. То есть, круто. Можно было бы, наверное, миллион, ну не миллион, ладно, там бешеные тысячи, но я знаю, как это сделать. Ты начинаешь просто женщинам рассказывать про их здоровье, и вуаля, у тебя сразу очень большой канал. Но мне интересно все-таки работать именно с профессионалами и помогать, как бы подсвечивать это как индустрию, поэтому мы не очень быстро растем, но тем не менее вот за 2,5 года с нулевым бюджетом на там какую-то рекламу мы достигли этой цифры. Что мы получается профессиональный канал. У меня канал для профессионалов. Да. Мы постим про вакансии, мы постим про новости, мы постим про новости на русскоязычном рынке, мы постим новости на международном рынке, мы постим новости про исследования, постим подкасты, естественно. Подкасты — это интервью. Причем, кстати, насчет подкаста он у меня тоже сильно изменился. То есть я начинала, и основной мой вопрос был, как пойти работать в фемтех, а потом по мере моего личного, я бы сказала, моей личной трансформации, мне стало интереснее разговаривать с фаундерами и спрашивать, что они вообще делают, и как-то подсвечивать их опыт и их экспертизу. Поэтому у меня
почти все последние эпизоды, они с более или менее фаундерами и фаундерками, и я думаю, что так, наверное, останется. Ну, там инвесторов, конечно, я хочу затащить, периодически там начинаю набеги на кого-то совершать. Вот. Что еще мы делаем, помимо того, что у нас медиа? Стало понятно, что только нашего медиа не хватает, поэтому мы пошли по другим медиа. То есть я специально ходила там сначала в какие-то менее известные, например, у нас есть статья про фемтех в журнале Bank Education. Вот. Потом еще какие-то были. Потом я поняла, что можно писать в Forbes. Написала статью в Forbes, думаю, что пусть она хорошо индексируется. Потом мы писали еще куда-то. Вот на днях я написала статью на Хабр, меня все ругают, говорят, зачем ты пошла на Хабр, это такая площадка, там токсичное мужское сообщество, и это действительно очень сложная площадка. Вот. Но я подумала, я хочу написать программную статью на Хабре, которая будет хорошо индексироваться поисковиками. Сейчас, если ты заходишь в Яндекс или в Google и на русском языке вводишь слово «фемтех», ты, скорее всего, увидишь статьи, которые написаны либо мной, либо моими коллегами. Вот. Я считаю, это круто, потому что мы в каком-то смысле тоже формируем эту повестку, и мы можем сейчас про фемтех рассказывать так, как мы считаем нужным, с этическими, конечно, всякими штуками. Вот. А после этого мы поняли, что вообще-то надо, если мы говорим, что это какой-то такой рынок интересный, что там какие-то решения, наверное, еще можно его как-то пощупать. Мы стали делать исследования российского пока рынка, фемтех-рынка, нашли партнеров, мы заколлабились с российской инвестиционной компанией Камофло. Она довольно серьезная, она инвестирует в стартапы обычно на более поздних стадиях. Но я нашла там человека, которому тоже это интересно, и мы заколлабились и сделали, с одной стороны, мэппинг всех, ну не всех, ладно, всех, кого нашли, российских фемтех-продуктов, а с другой стороны, мы попробовали посчитать. Мы посчитали, какой объем вообще рынка занимают нынешние продукты и какая еще осталась у него, какой потенциал. Вот. Мы, в общем, что у нас там получилось? 9 миллиардов рублей – это объем текущего рынка, а потенциал его 110 миллиардов. Вы скажете, ага, какие цифры, зачем их так раздувать? Но это правда так, если мы говорим про Россию, потому что многие ушли. Есть целые индустрии, например, там, вспомогательные репродуктивные технологии, эко, вот это все, которым нужно специальное оборудование. Есть запрос на то, чтобы это оборудование производилось в России. Вот, не только как бы военное, да, оборудование сейчас надо в России производить, но и такое вот типа тоже. Вот, поэтому достаточно много еще может быть решений в этой сфере. Потом мы сделали конференцию Фемтех за один месяц, за полтора, ладно, мы ее организовали, и у нас было более 900 регистраций, и, все прошло очень классно, нас очень благодарили, очень хороший отклик получился. Вот. И получилось так, что я просто какой-то командой стараюсь создавать движ вокруг фемтеха, который и, с одной стороны, снаружи делал эту область более видимой, а с другой стороны, поддерживал людей внутри. У меня есть сообщество фемтех-фаундеров, там сейчас более 40 человек русскоязычных. Это не обязательно российские и не обязательно СНГшные, то есть это могут быть люди, которые там в Штатах делают стартап, или в Великобритании, или в Эмиратах, или самое экзотическое у нас в Африке. И из-за того, что то, с чего я начала, у меня есть бэкграунд, связанный с продуктовыми исследованиями, я подумала, что и у нас есть очень хорошая насмотренность в продукты, которые есть, что можно попробовать это монетизировать через такое бюро продуктовых исследований. Мы стали только в этом году, до этого додумались, и стали делать продуктовые исследования для фаундеров. У нас пока не то чтобы много людей обращается на старте. Я думаю, что на старте все-таки все предпочитают сами это делать. Но вот если нужно запивотиться, тогда к нам приходят. Ну и плюс я надеюсь, что большие компании, которые захотят в своей экосистеме, а на российском рынке, например, есть такой пример, в экосистеме МТС есть клатч, трекер цикла, и у них там 2 миллиона установок. Я надеюсь, что компании, когда будут думать в сторону продуктов в сфере женского здоровья, они тоже будут к нам приходить за консалтингом, и приходите. Вот. Это про русскоязычную часть. У нас есть еще англоязычная часть. Но ты ведь не только в России, ты вот делала конференцию, ты выступала в Центральной Азии, в Да, не только Казахстане, в в России. Узбекистане. Да, мы делали фемтех-метапы, тоже первые вообще на этом рынке. То есть до вас там их не было вообще?
Нет, не было. Мгм. То есть в России еще что-то было, в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане вообще ничего про фемтех никто не разговаривал, никаких публикаций не было, никаких ни сообществ, ничего. И мы этой зимой с моей партнеркой и коллегой, собственно говоря, партнеркой по некоторым вот таким вот делам Лидой Борисенко поехали в Казахстан, в Кыргызстан и в Узбекистан, проводили там фемтех-метапы, познакомились с фаундерами, пообщались с ними формально, пообщались с ними неформально, с какими-то вот экосистемными ребятами из акселераторов тоже познакомились, с медиа. Медиа в Казахстане, как только в Казахстане, но начали, например, писать в фемтехе. Ну и в целом, я, кстати, очень приятно удивлена. У меня очень простой пример. Мы на этой неделе выпустили подкаст с девушкой, которая в Узбекистане родилась, но делает на рынке Штатов продукт. Это покрытая девушка, молодая, ее зовут Камола Мир. Она делает девайс для акушерства, для того, чтобы оценивать раскрытие шейки матки. Мгм. Это сложный продукт, если ты хочешь про него рассказать в соцсетях. Мы написали в соцсетях слово «шейка матки», нас тут же соцсети начали пессимизировать. Понятно. Вот. Это сложный продукт для Центральной Азии. Вот так вот вещи своими... Табуированная немножко Да, тема, это да? тема табуированная. Хотя роды там в Центральной Азии, в Узбекистане, в частности, в среднем там женщины 3 детей рожают. И я обратилась к основателю одного стартап-сообщества, у них есть свой канал в Телеграме, и попросила распространить информацию про этот подкаст, и они взяли вообще без проблем. Никакие имена не замазывали, в смысле не имена, названия никаких не замазывали, никаких эвфемизмов, ничего не использовали, просто вот чуть-чуть там по-своему написали этот текст, но в целом я была прям очень удивлена такой поддержке. Вот, так что насчет Центральной Азии у меня много надежд на Центральную Азию по нескольким причинам. Во-первых, потому что там сейчас очень динамичный стартап-рынок, он очень активно развивается, там есть интерес у государств, есть какие-то частные люди с капиталом, у которых тоже есть интерес. Там страны немножко по-разному развиваются из-за там своих особенностей. Есть интерес менять законодательство. У Казахстана вообще там есть амбиция быть владычицей морской. В том смысле, что Казахстан очень продвинутый по части. У них есть Астана Хаб, у них есть при Астана Хабе, как это называется, особая экономическая зона, где можно зарегистрировать там свою компанию, свой стартап, и она будет по британскому праву работать. Они открывают AI-центр, они очень много денег в это вкладывают, они пиарятся у Дудя. Астана Хаб, я не знаю, ты видел в одном из последних выпусков Дудя? На первых 10 примерно минутах в общем, видео Астана Хаб. Астана Хаб, насколько я знаю, поддерживает стартап-хаб в Лондоне для центральноазиатских стартапов. Там очень много молодого населения из-за особенной такой демографической ситуации. И там все еще есть сложности некоторые с гендерным равенством, но есть амбиции это решать. И поэтому мне кажется, что для фемтеха Центральная Азия и страны Центральной Азии это очень классное место для того, чтобы там такое развивалось. Вот, да, поэтому мы поехали. Ну, еще я родилась в Казахстане, я очень люблю Центральную Азию, поэтому я думаю, что тут этот фактор тоже сработал. И как говорит моя партнерка Лида, если вы поедете в Центральную Азию, езжайте туда с пустым чемоданом, чтобы можно было там еще пошопиться. Есть еще бенефиты, особенно для девушек. Там очень классные локальные дизайнеры. Просто очень классные. Вот мне, кстати, сережки из Кыргызстана. Круто. Вот, а этот поясочек, он из Узбекистана. А я вижу да, просто это знакомые узбекская узоры, ткань. да. Да, мне это мои коллеги из Women in Tech Узбекистан презентовали. Вот, так что да, я амбассадор, короче, Центральной Азии. Я был там вот в октябре прошлого года в Ташкенте, в Алматы, как бы прекрасное место. Вот, очень интересное, самобытное и много как раз развивающихся. В Узбекистане же тоже там у них есть тоже IT-хаб, там тоже есть льготы для проектов. У них тоже государство очень много вкладывает в развитие IT-инфраструктуры. В целом. Да, это так. Да, вот, интересно, у тебя такой путь. На самом деле, получается, что ты во многом создаешь вот эту,
не формируешь или освещаешь, может быть, даже формируешь Я думаю, что и формирую. эту повестку, да, повестку, фемтех-повестку в русскоязычных странах. Вот. Ну и, наверное, все-таки мне вот кажется, что есть особенность такая у фемтех-предпринимательстве в том, что люди очень хорошо общаются, несмотря на там, то, что кто-то живет там в США, кто-то еще где-то обсуждает вот эти темы. Ну, потому что в фемтех-индустрии как будто бы много какой-то социальной ответственности из-за того, что сама по себе сфера, она там отличается, скажем так, от обычного, не знаю, там такси или еще чего-то. Поэтому люди, которые там приходят туда работать, мне кажется, у них есть какой-то особенный склад ума. Я сейчас поспорю с тобой, Саш. Поспорь, поспорь. Мне кажется, по-разному очень. Мгм. То есть можно говорить про фемтех гурских Мгм. или про фемтех Аммы. Мгм. И да, конечно, вообще все продукты, связанные со здоровьем, это как бы продукты, связанные с высоким импактом, потому что они ну, вторгаются или влияют на очень неважную для людей область. Это правда. Но мотив, по которым люди туда приходят, очень разный. И я вот когда разговариваю с предпринимателями, я понимаю, что очень разные истории. Конечно, там очень много личных каких-то историй, причем и у парней, и у девчонок. То есть я не могу сказать, что это только вот девушки. У девушек такое чаще происходит просто потому, что мы на разных этапах своей жизни проходим через какой-то опыт. Через опыт там столкнуться с тем, что нет информации. Когда там по 10 лет ставят диагноз. Например, вот есть эндометриоз, и мировая статистика такая, что уходит от 7 до 10 лет, там в разных странах по-разному, на то, чтобы этот диагноз поставить. Там довольно сильные боли у женщин в тазовой области. Соответственно, получается, что или там в родах с чем-то женщина может столкнуться, или наоборот, что не получилось зачать. И с этим, кстати, могут пары столкнуться. Вот. И тогда парни тоже начинают что-то осознавать. Поэтому такой мотив определенно есть. В фемтехе довольно много доменных экспертов. Это врачей, людей с медицинским бэкграундом и медицинским образованием. Они обычно делают такие более ближе к медтеху решения, то есть серьезная научная база, там какие-нибудь клиническая валидация. Вот у нас есть в сообществе такие две, вот как раз Камола, про которую, даже не две, больше, Камола, про которую я рассказывала, то есть она проходит через все. Она сейчас там, у нее доклинические испытания, там консультации с FDA, пилоты в клиниках, одобрение, производство девайса, вот, у нее научный бэкграунд. Или, например, вот есть Яна Азнавур, она делает Endometrix, это стартап, она в Сан-Франциско живет и делает это на американском рынке. У нее бэкграунд, она была акушером-гинекологом, и она была ученой, которая как раз изучала биомаркеры эндометриоза в менструальной крови. И она как раз делает возможность диагностировать эндометриоз Быстрее, да? раньше, чем через 10 лет, друзья. Мгм. Да, это важно. Мгм. И самое главное, менее инвазивно, потому что сейчас золотой стандарт, я не знаю, Саша, для тебя это новая информация или нет, или для твоих зрителей. В общем, золотой стандарт диагностики эндометриоза – это диагностическая лапароскопическая операция. То есть для того, чтобы узнать, есть или нет это заболевание, нужно разрезать кусочек женщины, попасть туда, значит, этим лапароскопическим доступом, посмотреть, что там за ткани. Это долго, это дорого, это инвазивно, это требует высокой квалификации, высоких расходов. Не каждая женщина на это быстро решится, не каждая женщина может себе это позволить, не каждая система здравоохранения готова заплатить за нее, особенно если мы говорим про американский рынок. Вот. И она делает это то есть там будет использоваться прокладка, как обычная, и по менструальной крови можно будет делать диагностику эндометриоза гораздо раньше. Мне кажется, это очень крутое изобретение. Здорово, что есть люди, которые вот такие с научным бэкграундом копают в какую-то тему и потом создают на этой основе продукты. Но есть и другие, да? То есть у те, которые нет говорят. какого-то такого импакта, да? Есть те, которые говорят, парни такое чаще говорят. Я придумал технологию,
И потом стал искать, куда ее применить. И вот здесь нашел. И вот здесь нашел, да. Окей, это классный, как бы, тоже классный способ чего-нибудь создать. Есть, как Гурские, которые говорят, мы увидели рыночную возможность, что женщины составляют 50% там мировой популяции, что, скорее всего, они будут к нам возвращаться каждый день, чтобы внести свой цикл. Но это как бы еще надо каждый месяц. Это еще надо поискать, как бы, такой, как Дмитрий Гурский говорит, user case, для того, чтобы к тебе пользователи по своей воле возвращались каждый месяц, чтобы ты там не плясал вокруг них с бубнами. Ну, классно. Мне вот кажется, сейчас хорошо мы подошли к одной теме важной. Смотри, я как бы не случайно поднял эту тему, то, что люди там с каким-то серьезным вовлечением, но это же бизнес. Да, и бизнес, он все равно играет по определенным правилам. И вот пример с Flow как раз очень показательный. У ребят очень классный маркетинговый бэкграунд, то есть они круто умеют работать с маркетингом, но это прям видно. И видно, когда и слушаешь интервью основателя, и видно, когда смотришь на их там продукт, как они о нем говорят, как они все это, ну, как они это все упаковывают, как они в целом этот продукт создают, как они налаживают там комьюнити, работают с медицинскими историями и так далее. Тебе, как человек, который много смотрит за этой индустрией и общается с большим количеством фаундеров, мне кажется, тоже должно быть видно, да, то есть, что это все-таки бизнес, и бизнес играет по правилам, что твой продукт либо будут покупать, он будет монетизироваться, либо он будет привлекать инвестиции за счет того, что ты можешь заинтересовать инвесторов, ты можешь обосновать свою как бы экспертизу, обосновать там свой какой-то, показать какой-то трекшн и так далее. Вот, либо ты просто, да, там делаешь какое-то хорошее дело, но оно никуда не придет, потому что о тебе не узнают, ты не сможешь развиваться. Вот. И у тебя интересный опыт, потому что ты сама, как бы у тебя как раз те самые качества, которых, может быть, у некоторых фаундеров даже не достает, потому что они часто сосредоточены на продукте, да, но вот эту сферу, связанную с маркетингом, с пиаром, с выстраиванием комьюнити, с выстраиванием собственного бренда, да, они как бы немножко отпускают. Можешь вот про это тоже поговорить? Давай. С какими ошибками, может быть, ты сама, ну люди сталкиваются, чего они сами, может быть, не замечают, потому что я тоже сам фаундер, и вы знаете, что у всех фаундеров есть когнитивные искажения. Я что-то такое крутое делаю, и оно настолько классное, что оно само по себе, ну как бы все об этом узнают, и оно вот само по себе будет востребовано, да. И мне не надо объяснять, и так все понятно. Вот. Можешь про это тоже поговорить, насколько, что с этой историей, как с этой историей обстоят дела? Может быть, какие-то вещи ты видишь сама, что-то можешь посоветовать? Окей, да. Я начну с такой части проблемной немного. Она не касается маркетинга напрямую, она скорее касается доступа к финансам и тому, как все сейчас устроено. Ну, надо сказать, что в целом, если мы говорим про какие-то венчурные проекты, тяжело женщинам, фаундеркам, и тяжело в фемтехе 75% таких. И тяжело на проекты для этой аудитории привлекать деньги у мужчин-фаундеров. Это до сих пор так, и какое-то время точно так будет оставаться. Можно как бы верить в гендерное неравенство, можно не верить. Ты имеешь в виду не мужчин-фаундеров, а мужчин-инвесторов? Да, у мужчин-инвесторов, да, прошу. Да, прощения. То есть можно как бы говорить, что этого не существует, но если ты посмотришь на статистику, то все станет понятно. И я даже сама слышала в каких-то интервью, что там инвесторы с удивлением сообщали о том, что оказывается, вот может быть какая-то такая у юзеров боль. То есть я рассказываю, я не помню, кто это говорил, но идея была в том, что инвестор впервые столкнулся на питче с каким-то продуктом для женщин и был очень удивлен, что проблема существует и что там есть какая-то рыночная возможность. Удивление, хорошо, если удивлен, потому что иногда не замечают в целом такую рыночную возможность. Вот, поэтому все-таки фемтех сильно недофинансирован и недополучил денег. Во всем мире или... Нет, во всем мире. Во всем мире, да. Ты же говоришь не только про... Нет, я говорю не только про Россию. Там Россия или Центральная Азия, во весь мир, да? Есть
проблема еще на стороне фаундеров, потому что, особенно если мы говорим, что это женщины, не у всех из них есть предпринимательский опыт, проходит какое-то время, прежде чем человек научается говорить на этом языке и делать, вот как бы встраиваться в эту систему. Ну, надо встраиваться, Я в тут смысле, что немножко она вброшу требует. цинично, как бы, то есть, на мой взгляд, это о чем говорит? О том, что инвесторы это на самом деле те же самые клиенты, ну, по большому счету. То есть, вот я когда общаюсь с VC, там, да, вот хожу на всякие встречи или что-то сам организовываю, они прямо всегда говорят, что по сути получить инвестиции это как B2B продажи. Да. Это, ну, фактически B2B продажи. Ты должен выстроить отношения, ты должен рассказать о себе, ты должен убедить, должен объяснить, утеплить контакт, найти какой-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть мне кажется, что здесь как раз история о том, что люди не верят или люди не понимают, люди не знают, но это означает, что надо работать с этим, и те, кто смогут выстроить отношения, они как бы получат приз, условно говоря. Да? И да, и нет. То есть я согласна, что нужно учиться продавать. Я согласна, что нужно понимать, по каким вообще правилам этот мир существует. Но я бы не убирала сейчас историю о том, что этот мир существует все-таки по мужским правилам. Не супер-френдли для женских проектов. И женских, я имею в виду, где аудитория женщин. И проектов, которые возглавляют женщины. Почему? Вот я сегодня, когда ехала, смотрела твой предыдущий какой-то, один из предыдущих подкастов, где ты как раз говорил, что в Америке развита культура вот этих вот продаж, и что есть даже некоторый типаж человека, который продает, что это там белый мужчина там определенного возраста. Профиль фаундера тоже очень важен. Я приходила тут на всякие тусовки вокруг VC и стартапов. В основном мужики там, да? К этому я готова. Нет, там еще вопрос, ты физтех, ты не физтех. То есть есть еще как бы вот эта когорта людей, которые закончили МФТИ, и тебе нужно, чтобы хотя бы на какой-то из вопросов вот этого чека, типа ты парень, не парень, там пьешь пиво, не пьешь пиво, физтех, не физтех, там где-то вместе учились, какие-то общие проблемы, там, я не знаю, ты замечала или нет, но на таких тусовках очень часто, когда пытаются что-то объяснить и перейти на какой-то более бытовой уровень, спикеры приводят пример про познакомиться с девушкой. Для меня это вообще нерелевантный пример. Да. Ну, тут видишь, это классическая такая история, потому что вот условно все же знают, что если ты там, не знаю, выпускник какой-нибудь американского топового вуза, тебе еще проще получить деньги, тебе там особо даже ничего пичить не надо, тебе и так поверят. То есть это такая, ну, как бы воронка. Слоёная очень штука, слоёная штука, да. И я с тобой полностью согласен, что тут основная какая история, да, то есть, что, во-первых, много вещей трудно объяснить людям, которые сами с этим не сталкивались. Да, там это первое. Второе, в принципе, ну, многие VC, они такие достаточно циничные, в хорошем смысле этого слова. Ну да, они как ищут, бы не хотят верить на слово, да. Нужны кейсы, конечно, им нужны кейсы. И бенчмарки. И бенчмарки, да, чтобы им это доказать. Но вот я хотел тебе тоже сказать такую вещь, что мне кажется, тут ситуация-то не обреченная, потому что вот если ты возьмешь, например, FMCG, то там люди уже давным-давно поняли, что женская аудитория огромный рынок, и они очень много с ней работают, они там очень много на ней зарабатывают, они очень много там с ней занимаются, формируют и так далее. И здесь история, мне кажется, очень похожая, то, что нужно больше истории успеха, нужно больше каких-то классных кейсов, нужно доказать, что там можно зарабатывать на этой аудитории, да. Вот. И мне кажется, все равно этот рынок будет расти. Почему? Потому что население Земли, там, в том числе, стареет, население Земли, там, в каких-то когортах женщин вообще становится больше, чем, ну, в возрастных группах каких-то женщин вообще больше, чем мужчин. Вот, поэтому просто в инвестициях также ведь все идет немножко с запозданием, как и в реальном мире, да? Ну, и да, и нет. Ну, я хотела сказать, что, мне кажется, надежда есть, и для меня здесь ключевым решением все-таки является для фаундеров, если мы говорим, особенно если фаундер девушка. Есть исследования, которые проводили пару лет, мне кажется, назад. Есть такая Британи Барретта, она возглавляла аналитическую фирму Fem Health Insights, и она с ученой, я забыла, к сожалению, ее имя, они проанализировали все сделки в фемтехе
Мне кажется, они там еще интервью какие-то брали. Ну, в общем, несколько у них там было разных измерений в фемтехе, где фаундеры девушки и фаундеры парни. И что они выяснили? Ну, понятное дело, есть гендерное неравенство. На 23% больше парни получают денег при таких же абсолютно проектах. Больше привлекают инвестиций. Да, на таких же стадиях. Это проблема. Но есть еще сложность в том, что как тебе позиционировать свой проект. Вот если фаундер девушка, и если ты делаешь, например, потребительский продукт, было бы классным рассказывать свою личную историю. Так многие делают. Ты рассказываешь свою личную историю. Я женщина, я, не знаю, рожала, или у меня были менструальные боли, или у меня было еще что-нибудь, или я переживаю менопаузу. И вот я решала этот проект, как бы проблему для себя, ничего не нашлось на рынке, я решила создать сама. В целом парни так тоже предприниматели рассказывают какие-нибудь свои другие темы, сторителлинг строят. И вот если ты такое рассказываешь для своей аудитории, это окей. Если ты рассказываешь такое для инвестора, и ты девушка, не так хотят там слушать личные истории, и все-таки как будто бы девушке нужно еще более как-то как бы и сухо, и ярко при этом рассказывать про свой продукт. И инвесторам, если они слышат чуть больше эмоций, чем они привыкли, они начинают это все относить к категории импакт-проектов. Я когда иногда рассказываю, вот там фемтех, мне говорят, чарити. Я говорю, нет, не чарити, не, ребята, чарити другое. То есть они начинают это относить к чему-то, на чем нельзя заработать. Вот. И это, ну, как бы проблема. То есть можно просто на эту проблему смотреть как на то, что вызывает какие-то там эмоциональные отклики. У меня много это возмущения вызывает. А можно смотреть это как на задачу. То есть как построить свой питч мужчине-инвестору так, чтобы, во-первых, он понял, чем ты занимаешься, он понял, что там есть большой рынок, он понял, что ты понимаешь в этом рынке, что у тебя есть там какая-то доменная экспертиза, или у тебя есть какие-то другие активы, не знаю, там ты с блогерами хорошо работаешь, маркетингом хорошо занимаешься. То есть важно инвестору все равно показать, что именно этот фаундер с таким профилем, такой тип продукта затащит. Ну, инвестору в первую очередь важно то, что он должен быть уверен в том, что может заработать, выйти из этого проекта с иксами. Поэтому ему, как бы, может быть, меньше волнует личная история, больше волнует рынок, его больше волнует ты правда веришь, экспертиза и так далее, и так далее. Ну, ты правда веришь, что как бы принятие решения от инвестиций зависит только от рациональных всех штук? Нет, я в это не верю. Я тоже не верю. Я в это не верю, но другого пути-то все равно нет. Ну да, другого пути нет. Для фемтеха, кстати, есть другой путь, зависит от типа продуктов, потому что если мы говорим о том, что там есть какая-то наука, есть R&D, то это диптех, да, это гранты, то есть можно пробовать получать гранты. Но и там все равно нужно какой-то выстраивать фаундерам про себя нарратив, и фаундеркам тоже. И этот нарратив, он может быть на определенных площадках. То есть вот я могу на своем примере привести, что я для себя считаю важным сделать в фемтехе, например, русскоязычном рынке. Я хочу, чтобы издания типа Forbes, РБК и всякие прочие деловые издания писали про фемтех. Я хочу, чтобы в айтишных каких-то стартаперских кругах тоже, или медиа тоже появлялась об этом информация. И я хожу и работаю с женскими журналами, чтобы женщинам тоже рассказывать про это. То есть ты не можешь всем рассказывать одну и ту же историю. Ты женщинам должен, я женщинам считаю, что надо рассказать о том, что это для них дает, какую-то пользу и какое-то просвещение. А Forbes ты должен написать вообще, что это за рынок, что туда входит, какие там прогнозы по этому рынку. В IT ты, скорее всего, должен написать, какие там технологии сейчас используются. Вот. И нужно все равно свой месседж очень сильно подстраивать под разную аудиторию. И я считаю, что фаундерам, конечно, нужно, которые особенно собираются рейзить деньги, а не бутстрепиться, потому что есть еще такой путь, как мы понимаем. Я считаю, что им нужно вести, если у вас продукт на какой-нибудь не русскоязычный, а международный рынок, LinkedIn или Twitter, если вы готовы тянуть Twitter, а на русскоязычном рынке, я, кстати, не знаю, и опять же, и на самом деле Центральная Азия — это тоже LinkedIn и Instagram.
Мгм. внимание. То есть я начала вести Инстаграм после того, как мы съездили в Центральную Азию, потому что я поняла, что ты можешь что угодно писать в LinkedIn, но нужно как бы в Инстаграме еще. А в запрещенном Инстаграме нужно что-то такое говорить, Саша? Ну, запрещенном в России, да, Да, там. запрещенном в Мгм. России Инстаграме, друзья. Вот, а если ты на российском рынке работаешь, я не знаю, где там, ну, в Телеграм-каналах, конечно, нужно, и тоже по Телеграм-каналы подкастам сейчас и походить. какие-то вот Да, подкасты, да, и на конференции походить тоже. площадки, да. Ну, вот как раз, да, то есть вот посоветовать, что посоветовать, ну, как бы, мне кажется, классическая история о том, что нужно фаундеркам понимать, что так просто ваш продукт не взлетит, да? Что нужно вкладываться в пиар, в маркетинг, ну, то, что называется позиционирование продукта и так далее Ну и тому да. подобное. Вот, это как раз такая штука, которая, мне кажется, ну, ты вот сказал про гендерное неравенство, может быть, X сколько-то надо усилий больше прикладывать в этом смысле, чтобы это все зашло. Смотря что за продукт. Мгм. Если мы говорим, что это какой-то потребительский продукт, если у вас раскачанный, не знаю, YouTube, вот мы знаем, есть блогерка такая, ее зовут Ангелина Черток, она тоже про фемтех, кстати, снимает YouTube. И насколько я знаю, Ангелина, она пишет об этом в своем телеграм-канале, Ангелина собирается запускать потребительский продукт для фемтеха. Все прекрасно, у нее все готово. У нее есть хороший YouTube, у нее там много просмотров, как только у нее потребительский продукт, как только она про него расскажет, я надеюсь, очень надеюсь, ну, я точнее верю в это, что люди начнут покупать, потому что у нее уже все Мгм. готово, да. Если, например, это какой-то фемтех ближе к медтеху, то это, конечно, профильные конференции, это нужно какие-то пилоты с кем-то делать, это совсем другой способ, я бы сказала, рассказывать о себе. Тебе можно вообще без социальных сетей здесь обойтись, если мы говорим про русскоязычный, например, рынок, но нужно... Ну, нет, про российский рынок можно вообще, наверное, без соцсетей обойтись. В Центральной Азии все-таки инстаграмчик-то заведите. В международном рынке, конечно, нужно вести LinkedIn. Независимо там B2B, B2C у тебя продукт, введи, пожалуйста, будь добр, LinkedIn. Мгм. Рассказывай про что вы вообще делаете, что происходит. На российском рынке еще можно телеграм-канал завести, рассказывать про успехи своего стартапа, например, или не про успехи, ну, в общем, про Ну, там много что-нибудь. инструментов, да. Это и работа в социальных сетях, это и рассылка по тем же СМИ, по инвесторам, Ну, это и работа с какими-то блогерами, это работа со СМИ, много работы. да, 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 и Когда так далее. продукт пилить, Ну, вот получается. получается, что это, ну, понимаешь, не надо противопоставлять. Ну, это как бы не противопоставление, это все на Это самом все деле, работа фаундера, я это все согласна. часть продукта на самом деле. Ну, на мой взгляд, потому что если у тебя есть хорошая аудитория, если у тебя есть доверие, то тебе твой продукт, он как раз и хорошо заходит. А если этого нет, ну, как бы, то все очень тяжело и сложно. Но если только ты не занимаешься какими-то суперклиническими вещами, которых там Там тоже должны свой нетворк. встроиться, но там тоже нетворк, да, то есть, Там, я не знаю, вот есть такое издание, например, «Биомолекула», и мгм. мои друзья, которые занимаются чем-то около биотеха, они там публикуют статьи, ну, потому что вот у них там нужна им тусовка Да, да, сидит. да, без этого То тоже не есть полетит. какие-то специфические штуки тоже нужны, и, специфические медиа или специфические конференции, или какие-то закрытые чатики. Я знаю, например, что есть чатик, закрытый чатик тех, кто делает продукты в longevity сфере Мгм, русскоязычных. мгм. Вот хорошо бы в такие закрытые чатики попадать. Вот. Еще, кстати, я понимаю, что ты хочешь про маркетинг поговорить, но я хотела чуть-чуть еще про личный бренд остановиться, потому что мне Это кажется, тоже что... часть маркетинга на Да, самом да, да, деле. я понимаю, что это часть маркетинга, но я вот именно на нем хотела. Мне кажется, что люди недооценивают важность правильного интро. Мгм. Когда ты приходишь на какой-то ивент или когда ты приходишь в какой-то чат, можно не отмалчиваться, а можно рассказать, кто ты такой и чем занимаешься. И очень мало людей почему-то это делают. Я вообще до сих пор не понимаю, почему так, потому что, ну,
Вот ты пришел в сообщество. Это сообщество профессионалов. Они, возможно, тебя забустят. Они, возможно, тебя кому-то порекомендуют. Если будут знать, чем ты занимаешься. Можно один раз написать рыбу этого интросообщения и каждый раз чуть-чуть менять под разную аудиторию и обязательно постить. Вот я считаю, что вот люди не дорабатывают в этой части. Не дорабатывают, это особенность менталитета русскоязычного. Да, ну нам сложно. Люди боятся о себе как бы говорить. Либо стесняются, либо боятся. Слушай, это такая вот история, это вообще везде просто. Это вот ты рассказала, что ты в 22 году начала думать о том, перепридумывать там себя и у меня подобная тоже во многом история. Вот я просто на своем пути прошел понимание того, как бренд важен. И как бренд на самом деле он с тобой не навсегда, и он к тебе не прилипает. Смотри, вот я переехал в Сербию, да, и там продолжаю что-то писать на русском языке, но для людей, которые живут в других регионах, из-за того, что я сменил локацию, например, мой бренд обнулился наполовину. Вот. И нужно об этом говорить, нужно о себе говорить, о том, чем ты занимаешься и так далее. Я просто на своем собственном примере убедился, как перестраивается, у меня самой перестраивалось постепенно сознание того, что не надо стесняться, надо о себе рассказывать, нужно представляться, нужно, вот как ты говоришь, делать интро, присутствовать в разных сообществах и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Почему-то часто в русскоязычной тусовке предпринимательской вот весь такой нарратив, он скорее воспринимается отрицательно до сих пор. Типа, что ты сам себя продаешь. Что ты сам себя продаешь. Ну, пусть что воспринимается отрицательно. Нет, я просто тебе говорю, что это сидит в подсознании, понимаешь, что ты сам себя продаешь, что ты какой-то инфобизнесмен, там, что там еще, там, что-то 5-10, какой-то бред. Вот, хотя... друзья. Хотя это, это настолько база предпринимательства, что, мне кажется, вообще надо давно уже из этого страха выйти и начать говорить больше, активнее. И не только предпринимательство, на самом деле наемных работников тоже. У меня есть история моей подруги. Мы ходили, я в Тбилиси жила до Сербии, и мы ходили на там какие-то тусовки и такие полунетворкинговые. И там нужно было про себя рассказывать, и она на тот момент хотела очень ее когда-то, студенческие там времена, она занималась всякими нейрокогнитивными исследованиями, и ей очень хотелось в эту сферу вернуться. И она подумала, что она хочет сделать курс про нейротехнологии. Это еще вот когда нейролинк Маска не каждую неделю, в общем, новости были про него. И она села, составила план этого курса, и потом пришла на тусовку, и я очень восхищаюсь ей, потому что она, несмотря на то, что у нее был на тот момент только план, она говорила, я делаю курс по нейротехнологиям, и хочу работать в компании, которая этим занимается. И она нашла себе работу в этой тусовке, человек, который знает фаундеров, на российском рынке работает, российского нейротех-стартапа, ее порекомендовали, она работает там сейчас продуктом. Прекрасно. Я считаю, что это очень хорошее, хороший пример, во-первых, того, что нужно про себя рассказывать, и очень хороший пример того, что если вы находитесь в переходном периоде, о котором ты, Саша, говорил, и которым, на самом деле, если там твои зрители, это люди, которые тоже переживали опыт или переживают опыт иммиграции, или еще какие-то там кризисы переходные, это очень важно. Если вы еще не там, но не здесь, но вы уже куда-то идете, я считаю, что уже можно говорить, что я дизайнер, если я учусь на дизайнера, или я художник. С художниками там отдельная история, я не очень не разбираюсь, но тем не менее я знаю, что есть такие мучения, в какой момент можно называться художником или еще кем-то. Да, в любой момент. В любой момент, когда ты хочешь назваться, ты называйся. Да, когда вы решили, что это ваше, что вы хотите этим заниматься, и ничего страшного в этом нету. Просто называйтесь, говорите о том, не только о том, что вы сделали в прошлом, потому что иногда вот эти заслуги в прошлом, я не знаю, чувствовал ли ты такое, но неинтересны часто. Они, во-первых, неинтересны, во-вторых, энергии нет уже, чтобы про это рассказывать, а в-третьих, они вообще могут быть нерелевантны тому человеку, которым ты стал сейчас.
И что про них рассказывать? Да рассказывайте про будущее, про то, что вас волнует сейчас, про то, куда вы идете. Это гораздо более заряженная тема, и, скорее всего, вы быстрее найдете единомышленников и какие-то возможности. Классный совет. Слушай, а вот интересно, если чуть-чуть в дизайн вообще уйти. Ну, давай Да, попробуем. давай попробуем. Я вот когда был на Кипре, я был на одной из тусовок предпринимателей, там выступало две фаундерки, одна там из сферы AI, но они там занимаются тем, что они обрабатывают с помощью AI там кучу статистических данных в спорте и находят причины травм. О, круто. Крутой, очень такой технологический проект, они там должны сейчас финансирование поднимать. А второй выступала Татьяна, она как раз одна из соосновательниц Zinc, это вот тоже той же компании, которая и Flow. Из Пальты, да. Да, я Вот, и знаю. она рассказывала как раз про то, куда движется там рынок фитнес, всяких таких историй, приложений. Она сказала очень интересную вещь про то, что да, это все классно, но на самом деле ключевое – это пользовательский опыт человека, и вот кто сейчас сможет его хорошо создать с помощью, в том числе UX там, и так далее, да, тот и полетит. Вот насколько в сфере финтеха вообще, вот если сравнивать с другими сферами, удобство и качественный пользовательский опыт, и даже, я бы сказал, вот не просто удобство в формате «найди кнопку», а именно правильный пользовательский опыт, чтобы людям было комфортно пользоваться приложением, чтобы они понимали, что это, или приложением, или другим продуктом. Вот насколько это важнее это, чем в обычной другой там какой-то сфере или нет? Вот ты, как человек, которого там варишься, можешь что-то про это сказать? Ну, я не могу сказать, важнее или нет. Мне кажется, что в целом дизайн в его широком смысле, то есть там какой-нибудь промышленный дизайн, UX-дизайн, это очень важная штука. Именно в сфере фемтеха история в том, что довольно часто такие продукты как раз и создаются, когда есть какой-то разрыв в опыте или когда есть какой-то неудовлетворительный опыт. Ну, как везде на самом деле. Это важная часть. Очень важно, если вы хотите делать такой продукт, так же, как и везде, проводить какие-то интервью с пользователями и понимать, какой их опыт сейчас и чем он их не устраивает. Очень исторически, как будто бы до сих пор есть много ниш каких-то незанятых именно в сфере женского здоровья, потому что, есть general здоровье, есть женское здоровье вокруг, не знаю, родов, беременности, вот чего-то такого, а есть, например, какие-то вещи, связанные со здоровьем мозга или со здоровьем сердечно-сосудистым, где, вот если мы сейчас берем как дизайн, например, опыт посещения врача, то есть проблема с тем, что у женщин в среднем симптомы сердечно-сосудистых заболеваний позже выявляются, чем у мужчин, потому что они отличаются. И вот если мы говорим про дизайн в таком смысле, то там очень много вообще пространства для увеличений, для улучшений. Есть проблемы пользовательского опыта из-за того, что сфера там женского здоровья, особенно если мы говорим про акушерство и гинекологию, она такая довольно сильно табуированная, и не всем комфортно женщинам, ну ладно, сейчас я уже своими именами начну вещи называть. В общем, например, гинекологические осмотры у женщин вызывают проблемы. Это связано с какими-то культурными штуками, с личностными особенностями, как в семье воспитывали. А может быть, с какой-то травмой в детстве. Да, с тем, как доктор себя ведет. Да. То есть там очень много причин, и не все женщины готовы ходить на прием просто так, почем зря. Например, женщинам нужно проходить скрининг на ВПЧ. И сейчас везде, во всех странах, там, я не помню, раз в 3 года или раз в 2 года, не помню, к сожалению, как часто нужно это делать, но довольно часто. И сейчас для того, чтобы это сделать, ты должен прийти на прием. Не у всех есть время еще, не всем настолько не все равно на свое здоровье. Когда мы говорим про скрининг на ВПЧ, сложность заключается в том, что для того, чтобы это на уровне популяции хорошо работало и все хорошо выявлялось, нужно, чтобы процент женщин, которые доходят до этого скрининга, был достаточно высокий, порядка 70%. Не доходят столько ни в одной стране. И ты можешь, конечно, сколько угодно с бубнами бегать вокруг женщины, говорить: приходи, сдавай. Надо опыт
менять, опыт менять. Да, но вот, например, есть в Соединенных Штатах в этом году запустился проект, когда женщина, есть такой небольшой девайс, который врач может назначить женщине, она может его заказать и взять себе образец сама и отправить его в лабораторию. И потом проконсультироваться, например, онлайн с врачом, если что-то не так или если что-то так. И это совсем другой опыт. И он вообще меняет. Он может подключить тех женщин, которым некомфортно идти к гинекологу, далеко идти к гинекологу, дорого идти к гинекологу, некогда идти к гинекологу. Короче, есть миллион причин, почему люди не доходят до этого скрининга. Вот. И мне кажется, что таких штук довольно много. Или вот мы уже говорили про диагностику эндометриоза, это же тоже про пользовательский опыт. То ли тебе как бы собирать кучу бумажек еще перед операцией и куча обследований. Это вообще, и вообще не все хотят операцию делать. Вообще-то да. Начнем с этого, самое главное. Либо тебе в домашних условиях, не знаю, дождаться менструации, использовать прокладку, отправить его в лабораторию, получить результат, принять решение, что делать дальше. Ну, такого довольно много. Если мы говорим про мобильные приложения, про AI-помощников, в общем, все по-разному относятся к желанию людей разговаривать про свое здоровье с чатом GPT. Мы понимаем, что это один из самых популярных use-кейсов вообще-то, если мы говорим не про профессиональное использование, а для личных нужд. Люди советуются с AI, всякими с LLM-ками про свое здоровье. Это не просто так происходит, это происходит, потому что, видимо, все-таки в системе здравоохранения чего-то не так работает. И еще огромное количество каких-то ниш, которые могут занять продукты. Вот поэтому, да, я считаю, что дизайн важен, я считаю, что еще важно получать какие-то инсайты от пользователей, понимать, как бы, какие вообще боли у них есть, и создавать на эту тему продукт. Если мы говорим про потребительский финтех в виде приложений... Почему приложение? Может быть, приложение или устройств? Или устройств, да. Тоже дизайн важен. Конечно. Дизайн и вот так, как бы UI-ная часть тоже важна для женщин. Я вот, например, про себя поняла, что есть определенная категория женщин, которым там нравятся вот эти вот все пастельно-бежевые штуки. Я к ней не отношусь, как можно по мне заметить, но тем не менее. Если ты хочешь как бы с женщинами определенного статуса или женщинами определенного возраста говорить, то важно тоже там цвета выбирать. Если мы говорим про приложение, мне кажется, сейчас уже ни одно фемтех-приложение без какого-нибудь ИИ-помощника точно не может. То есть уже все люди привыкли в чат-ботах что-то выяснять и что-то дополнительные какие-то вопросы задавать. Ты не можешь в них просто пуляться контентом. Можно еще про носимые устройства немножко поговорить, потому что мне кажется, что они будут создавать и уже создают новый пользовательский опыт для людей. Вот я, например, ношу кольцо Oura. Честно сказать вам, я его не заряжала несколько дней, сейчас оно скорее как украшение, но там несколько месяцев назад у меня были проблемы со сном, и я регулярно трекала через него свой сон. И вроде бы там что, сон ты потрекаешь там, или сколько ты прошел, или потом они сделали возможность трекать свою еду, фотографировать. Вроде бы как бы такая игрушка, хорошо, я узнала что-то, я, возможно, чуть-чуть поменяла свои привычки, стала вести более осознанный образ жизни. Но вообще-то эти данные, они же могут быть как-то с системой здравоохранения мэчатся. И вот Oura, и не только Oura, мне кажется, WHOOP тоже, они начали как раз такие эксперименты в Соединенных Штатах, то есть они дают возможность получить врачам доступ к твоим данным с твоих носимых устройств, то есть тем данным, которые ты ежедневно туда, как бы не ты отправляешь это, они сами получают. И это тоже другой пользовательский опыт. Тебе не нужно ничего натыкивать, там просто какие-то вещи измеряются. По поводу натыкивать, кстати. Ты знаешь про диджитал-биомаркеры? Давай поговорим. Короче, да. Что такое биомаркеры? Это какие-то признаки, по которым можно сделать какие-то выводы. Да. Это могут быть какие-то частицы в каких-то биологических жидкостях, или белки, или еще что-нибудь. Но в носимых устройствах тоже есть диджитал-биомаркеры. Они измеряют там базово несколько параметров, но из-за того, что у них уже огромное количество данных, которые, с одной стороны, они сняли с носимых устройств, а с другой стороны, пользователи сами ввели, они, например, WHOOP и Oura проводили исследования, и WHOOP создал какой-то диджитал биомаркер, который предсказывает по сердечному ритму, в какой женщина фазе цикла. Тебе уже не надо вносить циферками, оно само попадает. Натыкивать, да. То есть оно уже само может
более-менее ну, там, с определенной как бы степенью точности угадать. И это, мне кажется, тоже про дизайн. Да, я вот как раз и хотел сказать, что мне кажется, что вот все равно финтех – это история про здоровье, а сейчас из-за того, что особенность демографии нынешней Земли, она такая, что здоровье становится все более важным Ценностью, да, фактором, для людей потому что люди становится. все-таки становятся все более, ну, старше, скажем так. Вот пирамида, она, ну, демографическая меняется во всех странах, и эта сфера, она точно будет развиваться, и точно там нужны будут дизайнеры, потому что сфера, связанная со здоровьем, всегда, она всегда про эмпатию, и про хороший пользовательский опыт, и про поддержку и так далее, и про удобство, естественно, и про все вот эти вещи. Вот, и поэтому дизайнерам стоит, мне кажется, вообще внимательно посмотреть на эту индустрию. А вот у меня к тебе вопрос, Саша, по Почему они поводу не смотрят? дизайнеров. Нет, по поводу дизайнеров. Я просто вот еще я помню, что я когда училась, и тогда уже тоже начал там вот чат GPT появляться, Мгм. и я стала, там все эти были уже колонки умные, и я стала задумываться о том, что вообще-то дизайн, возможно, в какой-то момент или для какой-то части аудитории дизайном будет не картинки, не визуальный дизайн, а именно, например, Голосовой интерфейс. голосовой Но сейчас уже интерфейс. Да. происходит во Да. многом в некоторых вещах. Для Как, каких-то сценариев. да. Как дизайнеры к этому адаптируются? Что они думают про это? Слушай, Расскажи. дизайнеры, скажем так, как и любые люди, они всегда делятся на несколько категорий. Есть люди, которые о чем-то прям думают Мгм. и прям что-то исследуют и смотрят. Есть, это, ну, там малая часть аудитории. Есть большая часть аудитории, которые решают прикладные какие-то задачи, которые перед ними ставит бизнес Мгм. или работодатель. А есть люди, которые просто этим занимаются, и они вообще ни о чем особо там не хотят Мгм. думать. Они там больше такие ремесленники, знаешь, чем там какие-то создатели. Вот. В целом я думаю, что как это уже много раз произошло, просто какая-то часть пользовательского опыта изменится, расширится, какая-то сузится. Например, количество интерфейсов, опыта, связанных с интерфейсами визуальными, оно, например, может либо уменьшиться в процентном отношении, Мгм. либо может переместиться в какие-то ниши. Мгм. Вот. А возникнет, скорее всего, не заменит, а возникнет просто большое количество сценариев, когда ты будешь пользоваться, ну, либо это будет голосовой интерфейс, либо, Мгм. может быть, это вообще будет так что называемый AI сценарий, когда там у тебя нет вообще никакого интерфейса, в принципе, как ты сказал, данные сами куда-то передались, Мгм. и Мгм. что-то само по себе произошло. Вот. Но мы тут с Денисом Осиным сидели, он как раз лид был в проекте Алисы. М. Вот, у меня тоже был в гостях, и мы как раз с ним про это разговаривали, он сказал, что как бы его точка зрения на это, что вообще не надо переживать, потому что на самом деле сейчас наоборот создается большее количество бизнесов и большее количество разных каких-то там сценариев, где дизайн нужен. То есть Да. сфера применения дизайна расширяется. Но в принципе вот с тобой мы то же самое же это видим, ну вот с твоей темой. Потому что этого не было вообще, и это возникает. И в этом во всем нужен дизайн. Где-то это нужен дизайн в виде интерфейса, где-то нужен дизайн в виде продумывания в целом пользовательского опыта, Сценария, да, какого-то какого-то. сценария. И тот же голосовой интерфейс, он же тоже там берется не просто так, там тоже там есть там такое же проектирование, есть и те же сценарии есть, как это должно отрабатываться, и они связаны там и с юридическими аспектами, и они связаны там с психологическими аспектами. Вот. Просто сфера дизайна, в моем понимании лично, это не про рисование каких-то вот Кнопочек. кнопочек Ну, и в моем интерфейсов, тоже, в да. моем тоже. А это в целом про создание пользовательского опыта, про то, как помочь бизнесу сделать удобным опыт для пользователя или, например, там, и так далее и тому подобное. Мне кажется, просто вот твоя сфера, она очень интересная тем, что у дизайнеров, у большинства все равно есть запрос на делать что-то, что меняет мир, скажем так. То есть им хочется Очень их понимаю. очень хочется что-то такое делать, какой-то вклад свой внести, знаешь, не просто бессмысленную какую-то там работу, ну, даже если она там кому-то деньги приносит, ну, а вот такой вклад. И мне кажется, сфера финтеха – это как раз сфера развивающаяся, куда можно войти, в принципе, да, в том числе стать частью какого-то проекта, стартапа или еще какого-то проекта, да, разобраться в том, как это все происходит, устроено, потому что, ну, в нем есть свои тоже законы, свои особенности, и занять, может быть, какую-то интересную роль, да, в этой индустрии.
Потому что, например, много дизайнеров, там, например, в финтехе, да, не занимаются там финтехом, но финтех уже плюс-минус весь понятен. То есть там уже паттернизация идет, да, там, то есть... Ты думаешь, ничего нового там не появится за Не ближайшие годы? появляется, но просто есть вот сферы, там, Яком, еще что-то там, где вот много такой поддерживающей какой-то истории. А здесь у тебя, как у дизайнера, реально есть возможность, ну, прям совсем попытаться разобраться в том, чего до этого не существовало, Ну да. работать в плотной связке с фаундером или, например, с исследователем, с каким-то, да, и вместе что-то создать. В этом смысле, это, мне кажется, классная история. У меня, кстати, прости, Саша, я теперь буду задавать вопросы. У меня, кстати, тебе вопрос такой про дизайн. Что ты думаешь по поводу всяких AI-инструментов типа Lovable, которые позволяют Быстро создавать всякие да, штуки. на вайп-кодить что-нибудь, и в том числе ну, там какой-то интерфейс тоже уже будет. Я сейчас скажу свое мнение про фемтех. Я даже думала делать на эту тему хакатоны, может быть, сделаю, потому что мне кажется, что вот есть как бы инструменты для вайп-кодинга, вот есть какие-нибудь доменные эксперты, которым вообще эта разработка, это все неинтересно, им вообще хочется понять, их идея сработает или нет, и я считаю, что можно в каком-то смысле обходиться без дизайнера для начала. Вот. Но как бы насколько это поможет или помешает дизайнерам, или это уведет как бы развитие дизайнеров интерфейсов в какую-то другую сторону, я никогда не думала. А сейчас вот на тебя смотрю и такая думаю, интересный вопрос. Интересный вопрос. На самом деле, смотри, тут надо понимать, что дизайн это же не какой-то не кирпич, не монолит. Дизайн всегда состоит из нескольких этапов. Там создание хорошего пользовательского опыта, ну там дизайн служит для создания пользовательского опыта, он состоит из нескольких этапов. Там, да, есть этап ресерча какой-то, есть этап прототипирования, есть этап тестирования, там пошло-поехало, да. Вот. И если это не какой-то уже супер изученный сценарий, ну, условно, да, какой-то, то без ресерча и без прототипирования никогда не обойтись, ну, в целом. Вот. И на мой взгляд, как раз AI-инструменты, они позволяют ускорить этап прототипирования, этап обсуждения в команде, этап там того же каздева или там, ну, это русскоязычный термин, его не используют на Западе, неважно. То есть вот этот этап, когда фаундеру нужно что-то представить, структурировать, понять, показать кому-то, показать инвесторам, показать команде, показать еще кому-то, конечно, здесь вот все эти инструменты очень хорошо помогают. Потому что по факту здесь еще рано говорить о том, что можно создать на этом этапе ну, какой-то ну, хороший опыт. Здесь надо просто создать что-то, что надо потестировать. И я, наоборот, всем фаундерам прям сильно советую пробовать эти инструменты. Ну да. Да, обязательно. И, на мой взгляд, ну, тут просто есть следующий шаг. Да, вот в этом многослойном кирпиче, ну, в смысле процессе, следующий шаг, он уже связан с тем, а как, например, как сделать уникальным вижен или там образ, который я двигаю на рынок. Ну, чтобы он выделялся, отличался от кого-то другого, да. А как сделать это удобным, а как это доработать и так далее, там, или как это сделать масштабируемым. Потому что пока инструменты вот этого веб-кодинга, они не решают задачу. Все инструменты, там вот я смотрел там несколько разных инструментов, они делают пока вот однотипные такие странички, ну, если мы говорим про веб. С мобилками чуть получше, потому что в мобилках там они все используют на самом деле примерно одинаковые библиотеки компонент, ну вот кнопки там другие элементы, вот все друг на друга похоже, но как бы дело не в этом, а в том, что первый этап создать прототип, провести какие-то тесты, это все хорошая история. Но дальше надо уже задумываться о том, как сделать это по-настоящему удобным, по-настоящему ну, таким полезным. Потому что недавно вот я делал разбор проектов фаундеров, и вот прям там видно, вот этот сайт сделан на какой-нибудь там... AI-туле какой-нибудь, да. А этот сделан там типа... Потому что ну прям видно. И тут просто фаундеры не должны обманываться. Знаешь, в чем? В том, что если вы думаете, что вот вы просто что-то сделали, запулили и не протестили это, и думаете, что это будет работать, оно не будет работать нормально. Нужно провести как бы опыт. Да, и следующий шаг это, конечно, привлечение. Если ваш проект летит, если он работает, если для вас дизайн важен, то привлечение дизайнеров, чтобы они это все уже как бы доработали до хорошего состояния.
Поэтому, но тут следующий шаг. Не все дизайнеры могут на этом уровне, понимаешь, работать. Много дизайнеров, которые работают вот как раз на уровне, что давайте что-нибудь соберем, да, то есть они глубоко не погружаются в продукт. Поэтому это вот история про то, что дизайнер как раз должен меньше работать просто руками, больше работать головой, ну, да, развивать голову, как бы, да, и уметь создавать либо действительно удобные вещи, либо уметь работать с информацией, либо создавать уникальный бренд. В общем, тут такая история. А фаундерам, да, я призываю это все использовать активно, но просто не думать, что это заменит так же, как Хорошего дизайнера. Так же, как на самом деле и код пока, на который генерит нейросеть, Он тут тоже требует ревью, требует да? ревью, конечно, да, иначе это потом жизнеспособный кусок будет чего-то. Ну, я позитивно на это все смотрю в целом. Я тоже. Спасибо, что ты пришла, на самом деле. Мне кажется, интересная тема, и я думаю, будет интересно послушать не только дизайнерам, но и людям, которые очень интересуются этой сферой. И мне кажется, и людям вообще, и фаундерам из фемтех-индустрии тоже это будет интересно послушать. Вот. Потому что, насколько я тебя понял, тема еще не совсем не раскрыта до конца. Нет, есть и очень многим много людям штук. непонятно, и многим людям непонятно, куда идти. Если ты сможешь еще дать в описании канала какие-то ресурсы, свой естественный ресурс, безусловно, еще что почитать, посмотреть, Можно я объявление сделаю? куда пойти, да, давай сделаем. Да, я не знаю, когда выйдет этот эпизод, но я сейчас участвую в очень вдохновляющей меня штуке. Есть такая команда Blast которой руководит Вита Степанова. Это вообще изначально онлайн-школа, которая обучает биологов всяким классным ML-штучкам. И ребята делают осенью в Сан-Франциско хакатон по longevity на английском языке, все как положено, с такими двумя направлениями. Один научный трек, то есть как применить AI-агентов в сфере долголетия. И я туда вписалась помогать делать им женский трек. Сначала я им продала этот женский трек, вот, а теперь вписалась. И у нас сейчас происходит очень увлекательная история. Мы ищем и находим очень классных экспертов в сфере долголетия, международных, не русскоязычных, для того, чтобы сформулировать кейсы. И я очень надеюсь, что этот хакатон запустится и все будет окей. И если кто-то из своих вдруг зрителей считает, что либо занимается ML, либо занимается дизайном, либо у нее есть какая-то идея в сфере долголетия, и при этом связанная, например, с женским здоровьем, не обязательно женским, у них хакатон просто про долголетие, это я уж так вписалась, то следите и подавайте заявку. Мне кажется, что это будет что-то грандиозное, если честно. Отлично, ссылочку, значит, публикуем. Да. Супер. Спасибо, что ты пришла. Спасибо большое, Спасибо что позвал, за разговор. Саша. Да, спасибо. Всем пока. Пока-пока.